Приветствую, доброго вам дня, друзья, меня зовут Илья, Женева, автосалон, стенд Тойоты, и за мной перерожденная легенда. В России нет ни одного человека, который в своей жизни не управлял бы Тойотой Супрой, которая перестала выпускаться в 2002 году. И, понятное дело, многие ездили на этой Тойоте в каком-нибудь Need for Speed, потому что машина фигурировала в играх этой серии уж очень часто. История модели прервалась в 2002 году на четвертом поколении А80, и спустя больше чем 10 лет Toyota выкатывает этот прототип на Женевский автосалон 2018 года, заявляя, что нет, легенда еще не умерла, легенда будет жить. И вот, пожалуйста, Toyota Gazoo Racing, гоночный прототип из углепластика, 4 колес и вот такой расчески сзади, готовый практически к тому, чтобы покорять гоночные трассы. Но, впрочем, что приятно, и гражданская версия Супры тоже случится. И, вероятно, даже приедет в Россию, что меня не может не радовать. Машина насквозь спортивная. Вы видите, в салоне вообще ничего нет, кроме 2 ковшей и руля с обилием кнопок. Очень хочется забраться внутрь, но нельзя, не разрешается смотреть на прототип, да и боюсь, что если я туда залезу, вылезти уже будет крайне сложно. Посмотрите, она выглядит прекрасно. Да, прототип, да, концепт еще из 2014 года, но он хорош. Очевидно, поедет она не в таком обвесе, а в более гражданском, гораздо более простом внешне, но все равно сам прецедент и сам факт очень приятен. И, кстати, обратите внимание на цифру 90 на бортах. Это как раз и есть новое поколение Toyota Supra A90. Если бы у меня выдались выходные на Нюрбург-ринге с возможностью взять абсолютно любой автомобиль Женевского автосалона, я бы определенно точно взял ее, новую Супру, потому что, как мне кажется, именно она максимально точно отражает вот эту философию скорости, резких поворотов, четких движений и максимальной сконцентрированности. С другой стороны, вот, например, в Кольчугино я бы на ней не поехал. А вот для Нюрбург-ринга, конечно, машина подходит максимально. Интересно ваше мнение про новую Супру. Будем надеяться, что в каком-то обозримом будущем гражданская версия появится в российском представительстве ООО Toyota Motor Rus. И напишите, стоит ли нам идти, просить, требовать, хоть чуть-чуть на ней проехаться и рассказать вам о, само собой, гражданской версии Супры. До встречи здесь на YouTube. Пока!